привет! Сегодня приготовлю очень вкусные домашние пирожки с картошкой и грибами. Итак, какие продукты мне для этого понадобятся? Для теста мука, вода, растительное масло, сухие быстродействующие дрожжи, сахар, соль и яйцо. Для начинки картофель, шампиньоны, лук, растительное масло, соль, укроп и сливочное масло. Этот рецепт я очень люблю, потому что готовим все одновременно. И тесто, и начинку. Итак, начнем с приготовления теста. Муку просеиваем через сито. Муку просеиваем для того, чтобы обогатить ее кислородом, чтобы впоследствии пирожки были у нас нежные, воздушные. В муке делаем лунку. Сюда высыпаем дрожжи, сахар, соль и немного перемешиваем. И разбиваем одно яйцо. Понемногу наливаем теплую воду и замешиваем тесто. Вода должна быть не более 40 градусов Цельсия. Рецепт теста безопарный, готовится очень быстро. Самое главное найти хорошие, быстро действующие сухие дрожжи, которые вас не подведут и хорошо поднимут ваше тесто. Как следует вмешиваем всю муку. Обратите внимание, что тесто не должно быть сильно тугое или сильно жидкое. Должна получиться средняя консистенция. В конечном итоге тесто не должно приставать к стенкам посуды и к рукам. Тесто хорошо вымесили, я уже помыла руки, и сейчас нужно смазать его со всех сторон растительным маслом. Тесто готово, накрываем его пищевой пленкой или полотенцем и убираем в теплое место, чтобы оно как следует поднялось. Пока подходит тесто, займемся начинкой. Сначала чистим картофель и ставим его варить. Простота этого рецепта заключается в том, что не нужно ничего заранее подготавливать. Ни картофель, ни грибы, ни тесто. Все делается одновременно. Нарезаем картофель небольшим кубиком, чтобы он быстрее сварился. Картофель залили водой, поставили на огонь, мелко нарезаем лук. В сковороду наливаем немного растительного масла. Сюда же выкладываем сливочное масло. Высыпаем лук. Пока лук обжаривается на медленном огне, мелко нарезаем шампиньоны. Картофель закипел, подсаливаем воду. Лук уже обжарился, стал прозрачным. Можно добавлять шампиньоны. Обжариваем шампиньоны до готовности. Это определить очень легко. Как они только уменьшатся в объеме, значит грибы готовы. Грибы практически обжарились. Сейчас нужно посолить и поперчить. Обжариваем еще пару минут и выключаем огонь. Пока готовили грибы, картофель уже сварился, можно делать пюре. Из картофеля полностью сливаем воду. Толкушкой разминаем картофель и ничего в него не добавляем. Ни молоко, ни воду, ни масло, ничего. В готовое сухое пюре добавляем грибы с маслом и с луком.
Добавляем укроп. У меня сушеный, можно добавить свежий. И хорошо все перемешиваем. Начинку перекладываем в тарелку, чтобы она быстрее остыла. Прежде чем выкладывать начинку в тарелку, попробуйте на соль, на специи, всего ли хватает. Если нужно подсолить, подсаливайте. Идеальная начинка, все в меру. Пока мы готовили начинку, тесто поднялось, полная миска. И сейчас я его обомну и оставлю еще раз подниматься, пока остывает начинка. Посмотрите, какое оно воздушное получилось. Идеальное. Оно не прилипает к рукам. В меру мягкое, эластичное. Все, тесто в принципе готово. Можно было бы уже из него стряпать, но мы немножко подождем. Пусть оно еще поднимется, а начинка наша до конца остынет. У нас на улице очень жарко, и второй раз тесто поднялось полностью. Буквально за 15 минут, не больше. А начинка уже остыла. И сейчас будем стряпать пирожки. В сковородку наливаем рафинированное растительное масло для жарки и включаем огонь. Оставляем сковородку на медленном огне, чтобы масло хорошо разогрелось. Берем небольшой кусок теста, формируем из него колбаску и делим на несколько частей. Каждый кусочек теста немного обминаем, чтобы получились вот такие вот шарики. В тесте достаточно растительного масла, чтобы оно не прилипало ни к рукам, ни к столу. Но если вы видите, что все-таки прилипает, можно чуть-чуть смазать. Много масла не добавляйте, иначе ваши пирожки будут плохо защипываться. Разминаем тесто. Кладем начинку и защипываем. Немного придавливаем и сразу кладем разогретое масло. Швом вниз. Пирожки жарим на медленном огне. Пирожки от горячего масла хорошо поднимаются. И вот первый можно уже переворачивать, он подзолотился. Готовые пирожки выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Готовые пирожки снимаем с бумажного полотенца и прикладываем в глубокую миску. Пирожки очень горячие. Несмотря на то, что они большие, они очень легкие получились. Еще очень-очень горячие. Накрываем сухим полотенцем. Даем пирожкам немного отдохнуть, буквально минут 5-10, чтобы они настоялись, отдохнули и стали мягкими и воздушными. Пирожки немного отдохнули. И сейчас я попробую. Вот такой красивый пористый пирожок получился. Ай, горячий, еще горячий. Все как следует пропеклось внутри. Сырого теста нет. Сейчас попробуем, как это на вкус. Как это вкусно. Как в детстве у бабушки. Надо заканчивать снимать видео, идти пить чай с пирожками.
Пробуйте, готовьте. Кто любит пирожки, попробуйте приготовить по нашему семейному рецепту. Это безумно вкусно. А я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Всем пока. Прощай, диета.